Всем привет, дорогие зрители, с вами Арсений Сеня Треноженко. Гайд посвящен карте Де Инферно. Карта, которую совсем недавно выпустили, карта, которую будут совсем скоро играть. Не знаю, правда, насчет следующего мейджора, скорее всего, мы Де Инферно на мажоре не увидим, потому что отборочные начались, уже есть даже первые участники глобальных квалификаций, которые пройдут в Атланте. В данный момент я говорю про команду Hellraisers. Ну и, соответственно, скорее всего, Инферно не будет. Но Инферно играют уже очень многие из вас на матчмейкинге, да и карта получилась хорошая. Ну и данный гайд посвящен первой паре смоков на точке Б. Смоки я постарался сделать довольно легкими, ну и вам, скорее всего, особо ничего не нужно будет делать, чтобы их кидать и запомнить. Вот что самое главное. Хочу отметить сразу, что на банане здесь очень мало, ну, таких вот простых позиций, да, например, как бревна, обозначение, там, уткнись в бревна и кидай смог. Здесь буквально вот бревна и, наверное, вот этот угол, ну, еще вот этот. Больше каких-то углов, откуда можно кидать что-либо, простых нету. Конечно, можно там выцеливать по кирпичикам разным и так далее, но это все уже следующий уровень, и когда я найду какие-нибудь более, скажем так, интересные смоки, я вернусь еще к обсуждению этого. Итак, первый смог, который я хотел бы вам показать, это смог на катушке. Кидается очень просто. Опять же, упираетесь в бревна, разворачиваетесь и целитесь по вот этому кругленькому окончанию заборчика, да. Упираетесь, целитесь в него, вверх на уровень проводов и чуть-чуть левее. Ну, просто тык-тык и кидаете. Смачок летит и падает под 90. Ну, это стандартный смог на Инферно, который будет использовать всегда. Потому что отсюда выбегает первый хелпующий игрок. И, соответственно, ему полностью все это перекрывается. Но остается позиция на катушках. А на катушках у меня вышел другой очень интересный смог, который можно тоже вроде как реализовать. Но он тяжелый. Упираетесь в этот угол, целитесь в пику, чуть-чуть выше и шага вперед. По-моему, не долетит. Да. Шаг просто слишком маленький. Ну, это всегда так, когда ты кидаешь какие-либо смоки с шага. Потому что шаг бывает разный. Это слишком маленький шаг. Вот такой надо было шаг сделать. Вот такой шаг, оп, и тоже не долетает. У меня, в общем, получалось закидывать смог просто в гроб. Просто в гроб, и этот смог перекрывает... Ну, кстати, он не перекрывает 90, поэтому я бы не сказал, что он эффективен. Но его можно использовать, скажем так, в паре. То есть один игрок сидит перед деревяхой, а другой игрок сидит вот здесь и пытается выцеливать этот смог. Но, видите, он не такой уж и простой. Оп, сейчас перелетит. Ну, кстати, тоже неплохой получился. Правда, щель образуется. Щель образуется, и здесь все равно все видно. Ну, такое. Дальше. Дальше смог, который прокинуть можно, ну, на хелпу. Это стопроцентный смог. Но, во-первых, можно кидать, конечно, отсюда. И я бы, наверное, рекомендовал его кидать таким образом. Потому что в любом случае нужно отстреливать сначала, постараться игрока, который стоит на хелпе, вот в этой позиции. То есть, ну, просто удобно. Ты выходишь, знаешь, что там может находиться человек, и ты, скорее всего, убьешь. Потому что контр, который здесь стоит, ну, только если он с АВП, да, вот если с АВП, тогда проблема. А если он с эмочкой, то, скорее всего, у тебя больше шансов его убить. Потому что он-то стоит и, ну, не знает, выйдешь ты, не выйдешь. А, соответственно, ты держишь прицел на уровне, выходишь и пускаешь так называемый префайр. И, соответственно, ты, скорее всего, его убьешь. Но, ну, обычный смог. Если вы не хотите так кидать смог, то, конечно, становитесь вот здесь. Вас здесь никто не тронет. Целитесь по уровню дымохода, чуть-чуть правее. И просто кидаете. Таким вот образом. Тык-тык-тык. Падает вот такой смог, который перекрывает полностью хелпу. Ну и, соответственно, у нас есть раскидка на 90, на хелпу. Кучу флешек можно накидать и заходить. По поводу еще коктейля Молотова, да, вот за троечку. Коктейль очень тяжелый на самом деле, но я его нашел. Чем он плох? Плох он тем, что нужно его кидать отсюда. И, видите, образовывается вот здесь вот такая щель, откуда вас может убить контр.
То есть, ну, как бы там контр редко появляется, но метко. И довольно все это опасно. Поэтому, может быть, есть смысл кинуть какой-то там смог, например, да, дефолтный, подождать и потом кидать коктейль. То есть такая раскидка в 2 захода. Ну, по-другому я не знаю, как его кинуть. Хотя, может быть, вот так может спрятаться. Ну, я потренирую потом. Но я нашел вот такой вариант. Целитесь по уровню антенны второй, и ориентируйтесь между дымоходом и вот этим углом. Так вот, целитесь, чик, и видите, посерединке. Между углом и дымоходом. Чик. Чик. Вот так вот. Оп, и он не долетает, как обычно. Сейчас кинем. Чуть-чуть выше надо брать. О. Видите? Ну, коктейль Молотова очень тяжелый, если честно. То есть я бы его не рекомендовал кидать или ну, научиться его быстро кидать. Быстро научиться, потому что он, видите, специфический. Можно или не докинуть, или перекинуть и так далее. Но кидается при этом там без какого-либо шага назад, без всего такого. Просто стоишь и кидаешь. Стоишь, кидаешь, и все окей. По поводу коктейля между, он здесь тоже нестабильный. Я пробовал его кидать, по-моему, откуда-то отсюда. И он у меня приземлялся сюда, но почему-то не разгоралась вот позиция между. Ну, поэтому, видите, игрокам защиты здесь, как мне на первый взгляд показалось, наоборот, будет тяжелее играть. А вроде как немножко полегче, потому что кинуть такой коктейль тяжело, и на этой позиции можно просто-напросто жить. Жить и не тужить. Ну, в основном, скажем так, гранаты на точке Б используются те же, да, то есть в любом случае нужно перекрывать хелпу, нужно перекрывать 90 и так далее. Ну и потом, может быть, есть смысл докидывать какие-то баночки еще, поэтому как-то так. Надеюсь, вам гайд этот понравился. С вами был Арсений Сеня Треноженко. До новых встреч. Пока-пока.